Всем привет! Вы на канале Pars Wool. Сегодня мы вяжем базовый джемпер из пряжи Gazal Warm. Свяжем рукава 3/4, круглый ворот. Здесь у нас будет азиатский росток, самый простой из всех способов вывязывания ростка. Джемпер очень классный, удобный, подойдет на все случаи. Будем вязать из такой пряжи Gazal Warm в одной пасме на 150 грамм 120 метров. В упаковке 3 пасмы. На джемпер нам хватит упаковки, то есть 450 грамм. В составе 100% меринос, очень мягкая и нежная пряжа. Нас радует натуральный состав. Изделия из этой пряжи выходят шелковистыми. Как мы начинаем работу с пасмой? Для начала надо убрать ниточки, которые закрепляют пряжу в жгут. Пасма представляет собой такое кольцо пряжи большого диаметра, и чтобы работать с ней продуктивно, надо ее перемотать вот в такой моток. Наша пряжа скручена из 2 нитей. Посмотрите, какая интересная фактура. Ниточка такая ребристая. Наша пряжа ручного крашения. Очень интересная палитра с эффектом меланжа. Изделия из нее получаются роскошными и очень интересными. И на ощупь она тоже очень приятная, совершенно не колючая. Такой классный шелковистый меринос. Мой цвет 3860 Jade Green. Посмотрите, как интересно смотрится цвет пряжи в полотне. Такие переливы со светлых оттенков к темным. Мы будем вязать джемпер на размер 42-44. На такой размер достаточно 3 пасмы. Перед началом вязания мы вяжем образец и измеряем плотность. В 1 сантиметре у меня 1,1 петли. Измеряем окружность головы. У меня это 56 сантиметров. Вычитаем из этой мерки 20%. Получаем 44,8 сантиметра. Умножаем эту мерку на нашу плотность на 1,1. Получаем 49 петель. Нам нужно четное количество, поэтому я округляю до 50. Будем набирать 50 петель плюс 1 петлю для замыкания вязания в круг. На спице номер 8, длина лески 40 сантиметров. Обычным способом набираем наши 50 петель. Петли набираем на одну спицу, не туго. Набрали 50 петель, плюс 1 петлю для замыкания вязания в круг. Соединяем вязание в круг. Следим за тем, чтобы косичка наборного ряда нигде не перекручивалась и вся смотрела в центр круга. Снимаем петлю с левой спицы. Накидываем на нее петлю с правой спицы. Затягиваем. Повесим маркер начала ряда. У меня это кольцо. И начинаем вязание резинкой 1 на 1. 1 петля лицевая, 1 изнаночная. 1 лицевая, 1 изнаночная. Все петли в этом ряду вяжем за передние стенки. Довязываем так ряд до конца. Во втором и последующих рядах над лицевыми вяжем лицевые, над изнаночными изнаночные. Лицевые здесь провязываем за переднюю стенку, изнаночные за заднюю, чтобы петли у нас не скрещивались. Петли всегда вяжем за ближайшую стенку. Формируем таким образом резинку 1 на 1 и всего провяжем 5 рядов резинкой. После того, как провязали наш ворот, нам надо распределить петли по регланным линиям. У нас будут 4 регланные линии по 1 петле, отделяющие спинку, перед и рукава. Из 50 наших петель отнимаем 4, остается 46 петель. Вот их нам и надо распределить. Делим все наши петли на 3. Получаем примерно 15,3. Это 15 петель на перед, спинку и 15 на 2 рукава. 15,3 делим пополам. Возьмем по 7 петель на рукава. То есть 7 петель мы оставляем здесь и 7 петель здесь. Далее из наших 50 петель вычитаем все петли, которые мы уже задействовали. Это 4 петли регланной линии минус 14 петель рукава. У нас остается 32 петли. Их мы делим пополам по 16 петель на спинку и перед. 16 сюда и 16 сюда. Всего в сумме 50 петель. И вот здесь у нас будет начало ряда, прямо перед регланной петлей спинки. После нашей резинки для ворота
Провяжем один ряд лицевыми, развешивая маркеры по нашей схеме. Вот у меня начало ряда. Далее у нас идет 1 петля регланной линии и 16 петель спинки. То есть мы провязываем 17 петель лицевыми. Далее повесим маркер перед следующей регланной петлей. Вяжем 1 петлю регланной линии, далее 16 петель спинки. Петли провязываем за ближайшую стенку. Те петли, которые у нас были лицевыми, вяжем за переднюю стенку. Те петли, которые были изнаночными, за заднюю. Провязали 16 петель, повесим маркер. Смотрим дальше по схеме. 1 петля регланной линии и 7 петель рукава. Провязываем 8 лицевых петель. Далее маркер. Смотрим дальше по схеме. 1 петля регланной линии и 16 петель переда. Провязываем 17 лицевых петель. Здесь еще один маркер. И 1 петля регланной линии, 7 петель рукава. Довязали ряд до конца. Маркер начала ряда. В следующем ряду и в каждом втором ряду будем делать прибавки вокруг регланных линий. Итак, у нас второй ряд реглана, и мы делаем прибавки. После маркера провязываем лицевую. Далее нам надо прибавить петлю с наклоном влево. Накидываем протяжку на левую спицу от себя, вот таким образом. Провязываем лицевую за заднюю стенку. Получилась петля с наклоном влево. Далее мы провязываем петли спинки. 16 лицевых петель. И перед маркером в следующей регланной линии будем делать прибавку лицевой с наклоном вправо. Перед маркером протяжку накидываем вот таким образом от себя. Провязываем лицевую за переднюю стенку. Получилась петля с наклоном вправо. Далее маркер, лицевая регланной линии. И протяжку на левую спицу накидываем от себя. Провязываем лицевую за заднюю стенку. Такие прибавки будем делать вокруг каждого маркера. Провязываем петли рукава. Перед маркером снова прибавка с наклоном вправо. Вот таким образом накидываем протяжку. Провязываем лицевой за переднюю стенку. Далее маркер, лицевая регланной линии. Протяжку накидываем от себя. Провязываем лицевой за заднюю стенку. Далее у нас идут 16 петель переда. Провязываем их лицевыми. Перед маркером следующей регланной линии протяжку на левую спицу накидываем на себя. Вот таким образом. Провязываем лицевой за переднюю стенку. Далее маркер, лицевая, протяжку от себя. Провязываем лицевой за заднюю стенку. И провязываем 7 петель рукава. Мы дошли до маркера начала ряда. Перед маркером начала ряда не забываем тоже делать прибавку. Протяжку накидываем на себя, провязываем лицевую за переднюю стенку. В этом ряду мы прибавили 8 петель. Такие прибавки будем делать в каждом втором ряду. Следующий ряд у нас без прибавок. Все петли провязываем лицевыми. Будем чередовать один ряд с прибавками, один ряд без. Довязываем ряд до конца. Просто все петли провязываем лицевыми по кругу. Я довязала третий ряд, и в четвертом у нас снова прибавки. После маркера 1 лицевая. Далее прибавка с наклоном влево. Провязываем петли спинки. Идем до следующего маркера. И вокруг каждого маркера будем делать такие прибавки. Еще раз покажу. Перед маркером протяжку на себя. Прибавка лицевой с наклоном вправо. Далее маркер. Лицевая. Прибавка из протяжки с наклоном влево. И не забываем делать прибавку перед маркером начала ряда. Лицевая с наклоном вправо.
Далее вяжем самостоятельно наш реглан, чередуем ряд с прибавками, ряд без прибавок. Всего нам надо провязать 31 ряд регланной линии. В четных рядах мы делали прибавки, закончили рядом лицевых петель. Сейчас приступаем к формированию азиатского ростка. Будем работать только со спинкой, удлиняя ее и одновременно формируя подрезы. Я все еще на спицах длиной 40 сантиметров. Если вам неудобно, вы можете перейти на спицы 60 или 80. Будем вязать только спинку поворотными рядами. Сейчас провяжем петли спинки до маркера. Просто провязываем все петли лицевыми. Я довязала петли спинки. Далее левую спицу вытягиваем, чтобы петли не убежали. И нам надо добрать 2 петли. Вот таким образом, накручивая нить на спицу, добираем 2 петельки и разворачиваемся. Будем вязать в обратную сторону изнаночными. Первую петлю аккуратно снимаем, чтобы наш накид не убежал. Далее вяжем петли изнаночными. Провязываем все петли спинки до маркера начала ряда. Провязали петли спинки. И здесь тоже добираем 2 петли. Точно так же первая и вторая. Затягиваем петли потуже. Развернулись, вяжем третий ряд азиатского нашего ростка. Первую петлю сняли, остальные все петельки вяжем лицевыми. Опять же довязываем нашу спинку до конца. И здесь видите, при вязании поворотными рядами лицевые петли уже легли по-другому. При вязании по кругу мы их провязывали за передние стенки, сейчас же вяжем за задние. Довязали петли спинки, наши набранные ранее петли тоже провязываем лицевыми и добираем еще 2 петли. Всего нам надо провязать 6 рядов азиатского ростка и соответственно прибавить по 6 петель с каждой стороны спинки. Развернулись, первую петлю аккуратно снимаем, чтобы она не убежала. Далее вяжем петли изнаночными. Это 4-й ряд нашего ростка. Довязываем петли спинки. И в конце ряда снова прибавляем 2 петли. Первая и вторая. Разворачиваемся. Первую петлю снимаем. Вяжем петли лицевыми до конца спинки. В конце ряда мы снова прибавляем 2 петли. Затягиваем, разворачиваемся. И в изнаночном ряду провязываем петли изнаночными. И в конце ряда тоже прибавляем 2 петли. Это 6-й ряд нашего азиатского ростка. Мы разворачиваемся. Далее будем соединять вязание в круг. Провязываем все петли лицевыми до конца спинки. Довязываем петли до конца. И здесь уже больше петельки не прибавляем. И вот посмотрите, мы сформировали росток из 6 рядов и наш плавный подрез, который равномерно распределится на спинку и перед. Далее у нас идут петли рукава, и нам надо снять их на дополнительную спицу. Берем любые спицы, я взяла спицы длиной 40 сантиметров, и просто переснимаем на них все петли рукава. Пересняли все петли. Маркер убираем, рукав оставляем в стороне, подсоединяем спинку и перед. Провязываем петли переда лицевыми. И вот здесь у меня закончился первый моточек. Я просто беру нить от следующего мотка и продолжаю вязание. А потом уже в конце соединяю и прячу все кончики. Мы дошли до второго рукава, маркер убираем,
Петли рукава тоже переснимаем на дополнительные спицы. Оставляем рукав в стороне, потом мы к ним вернемся и подсоединяем перед к спинке. Маркер начала ряда нам пригодится, мы его оставляем и провязываем петельки лицевыми. Мы соединили вязание в круг, сейчас на спицах 106 петель, и мы будем вязать по кругу на нужную нам длину. Я провяжу 42 ряда. Вы регулируете свою длину в процессе примерки. После того, как провязали тело джемпера, нужную нам высоту, мы переходим на формирование резинки. Вяжем одну лицевую, одну изнаночную. В этом ряду все петли провязываем за передние стенки, чтобы они не скрещивались. Во втором и последующих над лицевыми вяжем лицевые, над изнаночными изнаночные. Лицевые за передние стенки, изнаночные за задние. Всего провяжем 7 рядов резинкой 1 на 1. После того, как закончили формирование низа изделия, закроем петли резинки эластичным способом. Маркер убираем и смотрим. Перед нами лицевая петля. Когда перед нами лицевая петля, мы делаем накид на себя. Вот таким образом. Далее провязываем лицевую, накидываем на нее этот накид. Далее перед нами изнаночная петля. Накид от себя. Провязываем изнаночную, накидываем на нее накид и предыдущую петлю. Снова перед нами лицевая, накид на себя, провязываем лицевую, накидываем на нее накид и предыдущую петлю. Перед нами изнаночная, накид от себя. Провязываем изнаночную, накидываем накид и предыдущую петлю. Таким образом закрываем все петли. Когда изнаночная, накид от себя, когда лицевая, накид на себя. Такое закрытие петель очень простое и очень эластичное. В конце закрытия нить отрезаем, вставляем в иголку с широким ушком, ищем нашу первую петлю закрытия, и нам надо ввести иглу под обе стеночки первой петли, которую мы закрывали. Далее иглу вводим в то самое место, из которой нить выходит. Мы замкнули наше закрытие, с изнаночной стороны закрепляем и прячем хвостик. Я делаю небольшой узелок и увожу его по задним стенкам петель. И вот так прячу в петельки. Мы приступаем к рукавам. У меня осталось 120 грамм. Нам надо разделить пряжу на 2 одинаковых моточка или воспользоваться весами. Вязать один рукав и следить, чтобы в оставшемся моточке оставалось тоже 60 грамм. Вот наша пройма. Мы находим условно середину, вводим спицу прямо в петлю под обе стенки ее кромочной, подводим рабочую нить и вытягиваем первую петлю. Далее вводим спицу в следующую петлю, вытягиваем вторую, третью, четвертую. Всего нам надо набрать 6 петель с одной стороны подреза. Какого-то определенного правила, как правильно набирать петли, нет. Главное, чтобы между петельками не оставалось большого расстояния или дырочек. Если даже остаются какие-то там расстояния неприемлемые, то их потом можно легко затянуть просто иголкой с ниткой. Набрали 6 петель, далее провязываем петлю рукава с нашей дополнительной спицы. Просто провязываем все петли по кругу лицевыми. Провязали петли с дополнительной спицы. Со второй стороны подреза тоже добираем 6 петель. Сейчас у нас на рукавах 50 петель. Выделим маркером 6 петель, которые мы набрали с одной стороны, и 6 петель, которые мы набрали с другой стороны. То есть выделяем 12 петель. И эти петли мы сейчас будем уменьшать, формировать подрез со стороны рукава. Выделили 12 петель, треугольничком вот так будем сейчас убавлять петли.
Начало ряда у нас в середине, между маркерами, в первом же ряду, перед маркером. Нам надо сделать убавку с наклоном вправо. Провязываем 2 петли лицевой за задние стенки. Далее маркер и провязываем петли рукава по кругу до следующего маркера. Я дохожу до второго маркера. После маркера убавка с наклоном влево. Для этого 2 петли разворачиваем, провязываем лицевой за задние стенки. Убавили 2 петли, следующий ряд без убавок. Просто провязываем ряд лицевыми. Я довязываю ряд. Мы помним, что начало ряда у нас между маркерами. Начинается новый ряд, и у нас снова убавка. Перед маркером 2 петли вместе, лицевой с наклоном вправо. Далее маркер. Провязываем петли рукава. После второго маркера 2 петли вместе, лицевой с наклоном влево. Разворачиваем 2 петли, провязываем лицевой за задние стенки. Следующий ряд у нас снова без убавок. И таким образом, чередуя убавки, будем вязать до тех пор, пока внутри нашего треугольника не останется 2 петли. Чередуем ряд с убавками, ряд без убавок. И вот смотрите, внутри нашего подреза осталось 4 петли. У меня последний ряд с убавками. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Далее петли рукава. После маркера 2 вместе лицевой с наклоном влево. Закончили формирование подреза. Далее нам надо провязать 4 ряда лицевыми. В 5-м ряду будем делать убавки. Просто провязываем 4 ряда по кругу. И вот я провязала 4 ряда после нашего подреза. В 5-м ряду убавки делаем следующим образом. После маркера 2 петли вместе, провязываем лицевой с наклоном вправо. Далее провязываем петли рукава, не довязывая 2 петли до нашего оранжевого маркера. Эти 2 петли мы разворачиваем, провязываем вместе лицевой с наклоном влево за задние стенки. Далее снова вяжем 4 ряда лицевыми без убавок. В каждом 5-м ряду будем делать такие убавки. Я провязала еще 4 ряда. И снова 5-й ряд у меня. Убавка после маркера, лицевой с наклоном вправо. Убавка перед маркером, лицевой с наклоном влево. Всего мы сделаем 4 такие убавки. После того, как все убавки провязали, вот у меня 1-я, 2-я, 3-я и 4-я. Сразу же переходим на вязание резинкой 1 на 1. Формируем манжеты. Провязываем 1 лицевую, 1 изнаночную. Лицевая, изнаночная. Всего вяжем 7 рядов резинкой 1 на 1. Закрывать манжеты будем точно так же, как закрывали низ джемпера. Перед нами лицевая, накид на себя. Провязываем лицевую, накидываем накид. Перед нами изнаночная, накид от себя. Изнаночная, накидываем накид и предыдущую петлю. Перед лицевой накид на себя. Перед изнаночной накид от себя. Так закрываем все петли. И аналогично будем вывязывать и 2-й рукав. После этого отправляем наш джемпер на ВТО. Наш джемпер готов. Вышел изумительный, очень красивый, очень удобный. Красиво играет цвет пряжи, полотно очень нежное. Носить джемпер из такой пряжи – одно удовольствие. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Будем вязать вместе.